Представьте себе, достижение 70-летнего рубежа – это не просто отметка на календаре, это своеобразный триумф. В этом возрасте уже не столь важны громкие награды и звания, гораздо большее значение приобретают небольшие, но значимые моменты, свидетельствующие о прожитой жизни, наполненной смыслом и движением. Если в 70 лет человек все еще способен выполнять определенные действия, это можно считать настоящим достижением, подобным победе в престижной лиге. Давайте же рассмотрим, почему эти, на первый взгляд, простые способности являются на самом деле признаком успеха. Одним из таких показателей является способность подняться по лестнице без одышки. Возможно, для многих это покажется незначительным, всего лишь подъем на следующий этаж или поход на кухню. Однако, стоит задуматься, подъем по лестнице – это не просто перемещение в пространстве, это своего рода тест на физическую выносливость. Исследования показывают, что с возрастом сердечно-сосудистая система претерпевает изменения, и ее работоспособность снижается. Исследование, проведенное Американской кардиологической ассоциацией, выявило, что к 70 годам аэробные возможности человека могут уменьшиться на целых 40% по сравнению с периодом 30-летия. Этот значительный спад, однако, не является приговором. Подъем по лестнице представляет собой эффективный способ тренировки сердечно-сосудистой системы, легких и мышечного аппарата. Европейские ученые провели показательное исследование, в котором около 600 добровольцев поднимались по 3 лестничным пролетам. Целью исследования было не строгое измерение физических возможностей, а выявление тех, кто справится с заданием менее чем за 1,5 минуты. Результаты оказались весьма впечатляющими. У тех участников, кто уложился в отведенное время, риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой в течение последующих 10 лет был существенно ниже. Таким образом, простая лестница продемонстрировала свою прогностическую ценность в отношении будущего здоровья. Представим себе ситуацию. Человеку в возрасте 70 лет необходимо подняться по лестнице в многоквартирном доме, где не работает лифт. Возникает вопрос, предпочтет ли он остаться внизу, ожидая спуска хозяина, или же с энтузиазмом воспользуется возможностью для физической нагрузки, возможно, даже пошутив о предстоящих ступенях. Люди, принадлежащие ко второй группе, не просто используют лестницы, они их покоряют. Возможность подняться по ступеням, не испытывая при этом изнеможения, сравнимого с марафонским забегом, является свидетельством отменного здоровья. Это говорит о том, что сердечная мышца функционирует должным образом, кровеносная система эффективно доставляет кислород, а мускулатура готова к физическим нагрузкам. Таким образом, если человек способен с легкостью преодолеть лестничный пролет, не задыхаясь и не испытывая чрезмерной усталости, это можно считать личной победой. Далеко не каждый может похвастаться подобными достижениями, поэтому умение подниматься по лестнице без особых усилий достойно признания. В следующий раз, когда представится возможность воспользоваться лестницей, стоит намеренно отказаться от лифта и воспринимать это восхождение как своеобразный триумфальный круг. Вспомнить, что именно человек ел вчера в обеденное время, на первый взгляд кажется несложной задачей. В конце концов, кто из нас уделяет пристальное внимание каждому приему пищи? Однако, при более глубоком рассмотрении становится очевидно, что память играет ключевую роль в процессе старения. Речь идет не только о том, чтобы вспомнить, что было съедено, но и о поддержании активности мозга, его остроты и готовности к новым вызовам. Возрастное снижение когнитивных способностей представляет собой значительную проблему, затрагивающую многих пожилых людей. Согласно статистике, представленной Ассоциацией Альцгеймера, примерно каждый 9-й человек старше 65 лет сталкивается с различными формами нарушений памяти. Это составляет около 11% от общего числа людей этой возрастной группы, что, безусловно, заставляет задуматься о масштабах проблемы. Однако есть и позитивный момент. Если вы с легкостью можете вспомнить детали недавнего приема пищи, будь то сэндвич с тунцом или кусочек шоколадного торта, это является свидетельством того, что ваш мозг продолжает функционировать в нормальном режиме. Память, подобно мышце, укрепляется при регулярном использовании. Чем чаще вы задействуете ее, тем более сильной она становится.
Представьте себе это как своего рода тренировку для мозга, о которой вы, возможно, даже не подозреваете. Вспоминая простые события, например, недавний обед, вы активизируете свои когнитивные ресурсы. А если при этом вам удается воспроизвести детали разговоров, которые велись за столом, или забавные реплики, которые были произнесены, это можно считать дополнительным бонусом. Вы с улыбкой и без малейшего колебания рассказываете: «Ах, у меня был большой салат с курицей гриль и кусок яблочного пирога, который был просто бесподобен». Подобный ответ не только демонстрирует вашу хорошую память, но и способствует укреплению социальных связей. Открыто делясь повседневными мелочами, человек поддерживает свою связь с окружающим миром, не позволяя ей ослабевать. Память, этот хрупкий механизм, зависит от множества факторов, среди которых выделяются активный образ жизни, сбалансированное питание и регулярная работа мысли. Научные исследования показывают, что увлечения, требующие умственного напряжения, например, чтение, разгадывание головоломок или даже непринужденное общение с близкими, способствуют поддержанию мозга в тонусе. Если же дополнить рацион продуктами, известными своими стимулирующими свойствами для мозговой деятельности, такими как сочные ягоды, питательный миндаль и богатые витаминами зеленые овощи, то можно добиться еще большего улучшения памяти. Когда человек с улыбкой вспоминает, что он ел вчера, какой десерт последовал за основным блюдом или даже делится забавной историей, связанной с недавней трапезой, он демонстрирует не просто хорошую память, а живость ума. Важно ценить эти маленькие победы, ведь они свидетельствуют о здоровой работе когнитивных функций. Теперь же перейдем к разговору о балансе, но не в абстрактном смысле, а в самом буквальном, физическом его проявлении, то есть о способности человека удерживать равновесие на одной ноге в течение 10 секунд. Похоже на детскую забаву или на необычное применение модного гаджета для демонстрации гибкости, но на самом деле это простое упражнение является надежным индикатором долголетия. Представьте себе сцену: вы находитесь в уютной гостиной, и вам предлагают всего лишь на 10 секунд встать на одну ногу. На первый взгляд это кажется пустяком, однако научные исследования раскрывают неожиданные факты. В авторитетном британском журнале спортивной медицины были опубликованы результаты исследования, которые показали, что у людей в возрасте 70 лет, способных простоять на одной ноге 10 секунд, вероятность столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем в ближайшие годы снижалась на целых 50%. Впечатляющие 50% – это словно суперспособность, для активации которой требуются лишь небольшие усилия и регулярная практика. Балансирование на одной ноге – это не просто демонстрация хорошей осанки или изящности, это сложный комплекс, требующий силы, координации и умственной концентрации. Стоит отметить, что для удержания равновесия на одной ноге организм задействует дополнительные ресурсы. Мышцы активно сокращаются, активируется мышечный корсет, а головной мозг непрерывно посылает сигналы для поддержания стабильности. Влияние на общее состояние здоровья, хотите верьте, хотите нет, оказывается весьма значительным. Вообразите себе прогулку по живописному парку, где ваш взгляд случайно падает на пожилого человека, которому на вид около 70 лет. Он непринужденно стоит на одной ноге, демонстрируя поразительную легкость и равновесие. Это может быть всего лишь разминка или забавная демонстрация для детей, но в любом случае это зрелище не может не впечатлить. Умение простоять на одной ноге хотя бы несколько секунд – это не просто фокус, это явный признак того, что ваши мышцы сильны, а координация движений на высоте. Если вы без труда можете удерживать равновесие, подобно грациозному фламинго, то ваш уровень физической подготовки вызывает восхищение и превосходит показатели многих молодых людей. Эта простая проверка не только демонстрирует вашу ловкость, но и является важным индикатором низкого риска падений и других проблем со здоровьем. Поэтому в следующий раз, когда вам представится возможность, попробуйте постоять на одной ноге в течение хотя бы 10 секунд. Результат этого нехитрого теста может вас удивить, раскрыв истинное состояние вашего здоровья и жизненной энергии. Это одна из тех кажущихся незначительными мелочей, которые при успешном выполнении позволяют с уверенностью сказать: «Да, я преуспеваю в жизни».
И вот еще один момент, который поистине бесценен. Не забывайте чаще смеяться. Представьте себе смех, от которого живот начинает радостно трепетать, глаза наполняются слезами счастья, а лицо сморщивается в довольной гримасе, подобно спелой виноградине. Если человек сохраняет способность находить комизм в перипетиях судьбы, если он может непринужденно пошутить или хотя бы улыбнуться нелепости, он одерживает победу не только на физическом уровне, но и в эмоциональном и интеллектуальном планах. Это не просто мимолетная реакция на что-то забавное, это признак стойкости характера и крепости душевного здоровья. Ведь юмор – это не просто способ развлечься, он неразрывно связан с эмоциональной устойчивостью. Исследования, проведенные в стенах Стэнфордского университета, убедительно доказывают, что смех оказывает благотворное влияние на организм. Он способствует снижению уровня гормонов стресса, укрепляет иммунную систему и даже повышает болевой порог. Да, именно так. Искренний смех не только дарит приятные ощущения в моменте, он также оказывает значительное оздоравливающее воздействие на тело. Вспомните те моменты, когда смех был настолько сильным, что болели мышцы живота. Это ощущение глубокого смеха, которое наполняет организм потоком химических веществ, способствующих хорошему самочувствию, своего рода естественный антидепрессант. С течением лет жизнь преподносит нам неожиданные повороты, будь то утрата близкого человека или внезапные проблемы со здоровьем. Кажется, что мир вокруг нас ускоряется, и перемены происходят с головокружительной быстротой. Однако смех оказывается не просто приятным развлечением, а своеобразным амортизатором, смягчающим удары судьбы. Он делает сложные ситуации более переносимыми и помогает нам сохранять гибкость, когда жизнь выходит из-под контроля. Способность посмеяться над собой или найти комическое в происходящем свидетельствует о зрелости эмоционального интеллекта. Это проявление нашей адаптивности к постоянно меняющимся обстоятельствам. Вспоминается пожилая женщина, которая с удовольствием делилась забавными историями из своей молодости. Приходя на встречу, она смеялась, как юная девушка, и было видно, какое удовольствие ей доставляет этот простой акт смеха. Несмотря на множество трудностей, которые ей довелось пережить, она всегда находила повод для улыбки. При этом она смеялась не только над шутками, но и над всеми своими жизненными обстоятельствами. Таким образом, если вы все еще наслаждаетесь любимыми комедийными сериалами, рассказываете анекдоты друзьям или даже смеетесь над собственной неуклюжестью, то вы делаете нечто большее, чем просто развлекаетесь. Вы демонстрируете, что ваш разум остается острым, что вы эмоционально устойчивы и готовы встретить любые вызовы, которые готовит будущее. Поддержание дружеских отношений – это непрерывный триумф, требующий постоянных усилий. Сегодня мы обратимся к теме, кажущейся на первый взгляд простой, но на самом деле имеющей огромное значение – дружеским связям. Если в возрасте 70 лет вы все еще стремитесь сохранить старых друзей или завести новых, вы добиваетесь того, что для многих оказывается непосильной задачей. Одиночество – это одна из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди. Это коварное чувство, которое подкрадывается незаметно и постепенно захватывает человека, особенно когда прекращается общение или жизненные обстоятельства меняются настолько, что появляется ощущение оторванности от мира. Оно распространено гораздо шире, чем принято считать. По данным Национального института старения, около 30% людей старше 70 лет испытывают мучительное одиночество. Почти треть пожилого населения страдает от дефицита социальных контактов, которые делают жизнь насыщенной и радостной. Однако есть и позитивные моменты. Если вы продолжаете вкладывать силы в свою социальную жизнь, поддерживая отношения со старыми друзьями или заводя новых, вы уже на шаг впереди многих. Научные исследования подтверждают, что люди с прочными социальными связями живут дольше. Поддержание активной социальной жизни оказывает благотворное влияние на когнитивные функции и общее физическое состояние человека.
В следующий раз, наслаждаясь чашечкой кофе в компании друга или разделяя радостный смех с близкими, стоит осознавать, что подобные моменты не только приумножают ощущение счастья, но и способствуют увеличению продолжительности жизни. Примечательно, что в таких регионах, как Окинава, Япония, известные своими долгожителями, достигающими столетнего возраста, исследователи выявили одну из ключевых причин их долголетия – прочные социальные связи. Так называемые муаи, группы людей, оказывающих друг другу поддержку на протяжении всей жизни, являются ярким примером важности таких связей. Эти отношения, будь то многолетняя дружба или новые знакомства, имеют неоценимое значение. Постоянное участие в ежемесячном книжном клубе или давняя традиция совместного кофепития с близким другом подтверждают, что истинную ценность представляют не материальные блага, а глубина и качество межличностных отношений. Когда в жизни есть люди, с кем можно разделить радость смеха, вести душевные беседы и открывать страницы своей жизни, то, по сути, вы уже являетесь творцом наследия, сотканного из любви и крепких связей, которое будет жить в сердцах долгие годы. Поэтому не стоит пренебрегать этими драгоценными узами дружбы. Старайтесь поддерживать их и взращивать новые знакомства. Находясь рядом с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни, вы не просто поддерживаете свою социальную активность, но и создаете прочный фундамент для своего умственного и эмоционального благополучия в зрелые годы. Переходя к аспекту, который может показаться частью рутины, но на самом деле является ярким свидетельством вашей независимости, стоит отметить приготовление пищи. Представьте себе, вы входите на кухню, открываете кладовую, выбираете любимые продукты и создаете из них аппетитное блюдо. Это действие, на первый взгляд простое, является символом того, что вы по-прежнему активны и контролируете свою жизнь. Приготовление пищи – это не только процесс сбора продуктов, но и умение стоять, нарезать ингредиенты и следовать рецепту. Это также проявление заботы о себе. Даже если вы готовите только для себя, этот процесс служит напоминанием о вашей способности управлять своей жизнью, что имеет огромное значение. Приготовление пищи выходит за рамки простого удовлетворения базовой потребности в питании, превращаясь в мощный инструмент для поддержания и укрепления здоровья. Масштабное исследование, проведенное в Швеции, пролило свет на этот аспект, продемонстрировав, что пожилые люди, регулярно занимающиеся самостоятельным приготовлением пищи, с большей вероятностью придерживаются принципов рационального питания, что, в свою очередь, значительно снижает риск возникновения хронических заболеваний. Более того, исследование выявило впечатляющую корреляцию. У тех, кто предпочитал готовить себе еду самостоятельно, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета сокращалась на целых 25%. Таким образом, каждый раз, когда человек оказывается на кухне, создавая кулинарный шедевр, он не только радует себя вкусовыми ощущениями, но и предпринимает активные шаги для поддержания своего здоровья и физической формы. Не стоит также забывать о глубоком удовлетворении, которое приносит процесс приготовления пищи. В создании блюда с нуля есть нечто по-настоящему волшебное, где сам процесс имеет не меньшую ценность, чем конечный результат. Ощущение от замешивания теста, смешивания различных ингредиентов или тщательной подготовки продуктов своими руками дарит ни с чем не сравнимое чувство достижения. Это время, когда повседневная суета отступает, позволяя человеку полностью сосредоточиться на текущем моменте и выполняемой задаче, даря ощущение внутренней гармонии и покоя. Осознанное пребывание в настоящем моменте, часто именуемое осознанностью, оказывает благотворное воздействие на умственное состояние человека. Кроме того, это замечательный способ вновь пережить дорогие сердцу воспоминания. Представьте, как вы готовите блюдо по старинному бабушкиному рецепту или воссоздаете кулинарный шедевр, которым наслаждались в праздничные дни. Кулинарное искусство, вне зависимости от его истоков, является проявлением творческого начала и глубокого осмысления. Таким образом, когда вы находитесь на кухне, создавая пышные вафли, освежающие салаты или наваристое рагу, вы не просто занимаетесь приготовлением пищи, вы чествуете
цените свою независимость, проявляете заботу о своем теле и напоминаете себе, что возраст – это всего лишь условность. Вы являетесь живым подтверждением того, что обыденный процесс приготовления еды способен поддерживать вашу энергию, здоровье и связь с жизнью. И, откровенно говоря, кто же не любит насладиться прекрасным ужином, приготовленным с любовью? Поднимайтесь по лестнице, мысленно возвращайтесь к вчерашнему обеду, старайтесь удерживать равновесие на одной ноге, чаще дарите себе смех, поддерживайте дружеские связи. На первый взгляд, эти действия могут показаться незначительными, однако в совокупности они формируют образ процветающего человека. Эти способности не ограничиваются физическим аспектом, они также символизируют стойкость, адаптивность и радость жизни. Достижение 70-летнего рубежа знаменует собой важную веху, являясь убедительным доказательством насыщенной и полноценной жизни, а также несгибаемой силы духа. Вступив в это почтенное десятилетие, человек, способный с легкостью выполнять повседневные дела, не просто одерживает победу в жизненной гонке, но и наглядно демонстрирует, что возраст не является препятствием для активного и полноценного существования. Это вдохновляющий пример для окружающих, показывающий, что с возрастом можно не только сохранять, но и приумножать жизненную энергию и стремление к новым свершениям.